Давно уже была такая мысль показать вам на примере, как я разбираю, сколько времени я трачу на бесплатные консультации. Казалось бы, вы получаете по факту около 5 минут моего голосового сообщения с отметками, но на каждый случай я трачу около 20-30 минут. Давайте я вам покажу на одном из примеров. И помните, пожалуйста, о том, что когда вы приходите на бесплатную консультацию, это значит, что эти фотографии я могу использовать в целях обучения вас и понимания того, что все случаи, они разные и требуют индивидуального подхода. 22 года. То есть первое, на что я обращаю внимание, это возраст. Далее мы сопоставляем другие пункты. Комментарии от клиента. У меня не выпадают волосы, я мечтаю о хорошей бороде, поэтому я обратился за консультацией. Для того, чтобы получить мою бесплатную консультацию, нужно для начала ответить на некоторые вопросы, которые действительно важны. Я не буду диктовать все эти 13 пунктов, но основной здесь запрос – это борода. Я не буду тут, в общем-то, даже писать, что человек пробовал для того, чтобы бороду отращивать. И давайте перейдем сразу к фотографиям. Вот у нас фотография, вот у нас борода. Когда я разбираю бесплатные консультации касательно головы, я делаю практически всегда отметки на вашей же голове, чтобы немножечко вам все пояснить. Соответственно, будем разбирать бороду. Первое, что мы смотрим, то есть если запрос бороды, то изначально мы рассматриваем недостающие участки, как может быть восстановлена борода. У бороды могут быть разные дизайны. То есть это может быть борода, вот как, например, у меня, как она идет. В зависимости от национальности иногда бороду делают вот таким вот образом. Иногда просто заполняется тот участок, который уже существует. И я напомню о том, что бороду я не рекомендую пересаживать, что называется, наголо. Когда бороды совсем нет и вам хочется ее сделать, это не очень хороший вариант, потому что волосы на затылке, они всегда очень сильно отличаются от тех волос, которые у вас на бороде. Чтобы получить хороший натуральный дизайн, нужно смешать то, что уже есть, и добавить те волосы. Но опять-таки они все равно должны матчиться, то есть ваши волосы затылка, они должны быть похожими на волосы, которые у вас на бороде. В данном случае это похожие волосы, то есть это тот вариант, когда действительно можно сделать загущение бороды. Вот приблизительный, соответственно, дизайн, которого можно придерживаться. Тут можно, конечно, варьировать. И напомню о том, что я делаю моделирование не только фронтальной линии, но и бороды. То есть в данном случае у нас не будет как такового моделирования, это будет просто схематичное отображение того, чтобы понять вообще объем наших работ. То есть вот это приблизительно тот уровень бороды, который можно соблюдать. Можно делать его несколько ниже, даже несмотря на то, что вот здесь вот растут свои собственные волосы. У меня, как вы обратите внимание, хотя я сегодня побрился, может быть, это не будет так заметно, но борода не должна быть идеальная под полосочку. То есть, чем она будет imperfection, чем она будет неправильней, но как бы в разумных пределах неправильней, тем лучше для вас же. И она будет нечитаема с точки зрения того, что она вообще сделана. Я имею в виду, что была сделана пересадка волос. Итак, мы определились с границами бороды. Далее важный параметр, по которому мне нужно уже вести согласование именно с клиентом. Напомню, это бесплатная консультация, соответственно, я буду записывать монолог только с моей стороны. Все, что касается сложных вопросов, это должно все идти вместе с вами в диалоге. Почему? Потому что со своей стороны я могу только проанализировать ситуацию. Для того, чтобы получить и идти правильно к результату, нужен правильный диалог. Это ваши пожелания, то, что вы видите, то, что вам хотелось бы. И я тот человек, который реально вам расскажет, а можно ли это получить, каким методом, что для этого потребуется и так далее. Соответственно, нужен диалог. Хорошо, по верхней границе у нас видны некоторые участки, которые нужно заполнить, чтобы это выглядело красиво и натурально. Я их буду отмечать, соответственно, вот таким вот образом. То есть это те зоны, которые нужны к заполнению. Все, что касается, например, нижней части, вот тут уже сложнее, потому что дизайн здесь может быть разный. И вот это уже нужно обсуждать конкретно с клиентом в зависимости от того, что бы ему хотелось. Вот из того, что очевидно, окей, вот эти зоны мы все заполняем, вот эту зону мы заполняем. Следующий у меня вопрос есть, а вот эти волосы, которые у нас есть уже на бороде, хочется их уплотнить или нет? Потому что если мы выравниваем к плотности, которые уже есть, это одно. Если мы еще уплотняем и те волосы, которые на бороде уже присутствуют, но, может быть, они кажутся редкие, это другое. В зависимости от каждого плана будет разное количество графтов, само собой, и разный дизайн. Тут очень важен процент и соотношение ваших собственных волос и тех волос, которые будут взяты с затылка. От этого, в свою очередь, зависит, соответственно, дизайн и то, как это будет натурально выглядеть. Это также все должно идти в обсуждении. Далее смотрим следующую важную часть. Это нижняя часть.
назовем вот это первая часть, вот это вторая часть, вот это вот третья часть. Вот здесь вот четвертая часть. Первая часть, тут мы должны понять, то есть наш подбородок, что мы хотим иметь с нашим подбородком. То есть мы его поднимаем, мы оставляем до такого же уровня. Мы его поднимаем только боковые части, или мы поднимаем и вот эту часть, и вот эту часть. То есть что это значит? Можно сделать дизайн вот такой, можно вот так вот поднять. Очень много аспектов, которые нужно совместить. Для этого нужно правильно задать вам вопросы. Я вам хочу показать и объяснить, чем отличается, например, легкий случай и сложный случай. То, что я смогу в данном случае отправить сообщение и подсказать для клиента, это одно. Но чтобы разобраться более конкретно, то есть мне нужно задать и получить ответы по каждому из вот этих вот пунктов, вместе обсуждая, сначала прикинуть тот дизайн, который нам хочется. И вот в зависимости от дизайна уже разговаривать с докторами. Напомню о том, что у меня свои доктора, с которыми я работаю, которым я доверяю, и мне нужно получить от каждого из доктора мнение. Что такое хороший доктор? Хороший доктор – это всегда персональное мнение. Причем некоторые из моих докторов делают ту редкую работу от начала и до конца сами. То есть они и извлекают графты, и засаживают графты, что очень редко, и обычно эта работа стоит намного-намного дороже. И не забывайте о том, что одна операция в день. То есть фокус конкретно на одном клиенте. Итого я получаю оценки от моих докторов, и далее мне нужно соблюсти те интересы моего клиента и те пожелания, которые ему хочется. Моя экспертиза как раз-таки и заключается в создании технического задания, учитывая пожелания клиента и возможности доктора, чтобы все это совместить и получить через год правильный результат. Значит, в данном случае мы должны с клиентом обсудить зону 1, зону 2. Зона 2 – это транзитная зона между подбородком и усами. То есть это тоже очень важно продумать, чтобы это было красиво и натурально. Затем вторая зона должна сходиться правильно с третьей зоной. Четвертую зону мы должны понять, будем ее загущать или же нет. Обратная сторона приблизительно такая же, но она все равно отличается. Что еще нужно учитывать? То есть если мы видим вот такой вот волевой подбородок, соответственно, его нужно также подчеркивать. То есть это все, что касается дизайна. Соответственно, его нужно обязательно продумывать. Ну, мягко говоря, здесь огромный объем работы, который нужно продумать до самой пересадки волос, чтобы получилось все красиво и натурально. Хотя, казалось бы, какая-то борода, там буквально немножечко уплотнить, от этого зависит. То есть вы хотите получить пересадку бороды на ощупь, как это обычно делают в клиниках, или же хотите продумать каждую деталь, составить план моделирования и идти к результату, тому правильному, которую вы хотите, а не то, что хочется, не знаю, понатыкать какому-нибудь ассистенту или доктору прямо на вас в клинике. Вот фотография спереди. Очень информативная, хорошая фотография. И именно по ней нужно составлять тот дизайн, к которому мы будем идти. То есть, например, вот эту зону мы можем больше поднять. Да? Нам нужно продумать, как я и сказал, переходную зону. Сведение бороды. Моя задача в данный момент показать вам схематично, что нужно учитывать и на что нужно обращать внимание. Я, наверное, буду всегда оставлять именно вот здесь, потому что я заметил, когда я делаю видео, моими же словами затем говорят различные персонажи, предприниматели. И как будто бы делая ремейки на мои видео, выставляют мою работу за свою. Все-таки не просто так, более 5 лет изо дня в день я накапливаю свой опыт, различные фишки, как правильно делать пересадку волос, бороды. Мне не очень хочется быть, что называется, репортером для каких-то предпринимателей, поэтому все-таки весь опыт, который я накапливаю, он находится именно здесь, и я им делюсь конкретно со своими клиентами по каждому конкретному случаю. Итого, подобщим. То есть вот сейчас я разобрал этот случай для себя прежде всего. Затем я буду комбинировать все данные, которые есть по данному клиенту, и давать после этого только обратную связь, записывая сообщение для моего клиента. Обычно это 5 минут. После этого у клиента уже есть намного больше информации, чем ему дадут в какой-либо клинике. И он может принимать решение сам, где делать пересадку волос, со мной или где-то еще. В любом случае у него уже есть та информация, которой нет у остальных ребят, которые, например, планируют делать пересадку бороды на ощупь.
И это всего лишь один случай бесплатной консультации, который мне нужно разобрать. А сегодня у меня их уже разобрал 2 случая. На самом деле другие случаи очень тоже полезны. Если этот формат зайдет, возможно, в будущем я буду делать чаще такого рода видео, то есть по бесплатным консультациям, потому что запросы бывают разные. Это и лечение, и пересадка, и восстановление, и исправление пересадок после различных предпринимателей, и донорская зона, и многие-многие другие случаи, которые могут быть полезны. Для тех, кто приходит ко мне на бесплатные консультации, помните, я все равно уважаю вашу приватную жизнь и все равно стараюсь закрывать глаза. При этом, чтобы вы получили полезную информацию и вот этот разбор, например, могли увидеть те, кому это может быть полезно. Спасибо, что подписываетесь на канал, ставите лайки и делитесь видео. Также проявляйте свою активность в комментариях. Именно это помогает видео продвигаться в YouTube, и другие ребята, кому действительно нужна помощь, своевременно, возможно, найдут это видео и не совершат, возможно, ту ошибку, которую я совершил ранее, сделав неправильную эмоциональную пересадку у предпринимателей на конвейерной клинике. Почему именно сейчас я стараюсь вас обезопасить от своих же ошибок. Ну и главное, чтобы колосилось. Красиво колосилось. Подписывайся.